X5 Клуб запускает выгодоворот. Давайте я покажу. Копите единые баллы в перекрестке и в пятерочке. Выбирайте любимые категории с кэшбэком до 20%. И тратьте баллы на покупки. Удобно, правда? Запустите выгодоворот с X5 Клуб. Умножайте выгоду. Ребятки, hello, как говорится, приветствую вас в летнем городе Томске. И сегодня посмотрим с вами, какие вообще штуки люди делают своими руками. Многие из вас, когда вот проезжают вдоль железнодорожных станций и не только, видели вот такие вот штуки. И у многих мелькала мысль, клево было бы там сделать квартиру, ну или хотя бы офис. И, честно говоря, эта мысль быстро, так сказать, улетучивалась, потому что многие думают, что это, скорее всего, невозможно. Ребятки, и еще как возможно. Прошу сюда. Дальше, дальше. Позади нас. Да, это она. Водонапорная башня, которая официально является жильем. И сегодня, ребятки, мы не только походим вокруг, не только зайдем внутрь, но и поговорим с ее хозяином. Как так получилось, что он там живет официально в водонапорной башне? Круто, правда? Обзор. Поехали. Ребятки, перед тем, как зайдем внутрь, несколько самых интересных фактов об этом сооружении. Между прочим, этой башне более 125 лет. В свое время она была куплена за 1,5 миллиона рублей, ремонтируется и улучшается уже более 10 лет, а в ремонт вложено более 9, наверное, даже больше, это цифра двухлетней давности, вот на тот момент, 2 года назад, более 9 миллионов рублей. А вот и Александр, кстати, вот два интересных момента, которые Саша сам говорит про эту башню. Первое, я ни о чем не жалею, а второе, не вздумайте в такое влезать самостоятельно. Так, внимание, внимание, ситуация. А вот и Саша. Саша, привет! Здорово! Вот слушай, вокруг как-то, мягко говоря, не ухожено. Мы находимся недалеко от центра. Это правда. Это одна из лучших достопримечательностей города. И даже на Яндекс.Картах есть, между прочим. Лестно, не совсем справедливо, но лестно. Но да. вот то, что вокруг, как-то вот оно... Город тебе как-то пытается тут что-то сделать, там, туристические указатели поставить? Нет. Самой большой помощью со стороны города было то, что мне эту башню продали. Хотя, как я теперь понимаю, сделка была взаимовыгодная. Да. Региональный памятник стоял у них на балансе, Ага. ветшал и разрушался. Ребятки, сейчас Прощения. рекламная пауза. 55 секунд и микрофон пока повесим. Ребятки, чтобы взяться за такой серьезный проект, и неважно, квартира это в башне или электромобиль своими руками, вам нужен хороший инструмент. И речь не только о молотке или шуруповерте. Вам пригодится вот это. Мощный и надежный ноутбук, такой как Honor MagicBook 14. Мощная начинка, чтобы запускать все необходимые программы. Процессор Intel Core 13 поколения, быстрая оперативка, накопительный терабайт и эффективная система охлаждения. Кстати, игры на нем тоже идут отлично. Яркий экран Honor Full View, 14 дюймов, 120 Гц и функция защиты зрения. Третье, мощный аккумулятор. Розетка-то есть не везде, 75 Вт-час. Этого хватит на 14 часов автономной работы. Ну и приятные бонусы. Дизайн и эргономика. Легкий и тонкий корпус из авиационного алюминия, а также полный набор портов. Honor MagicBook 14 – ноутбук для эффективной работы и не только. Специальная ссылка уже внизу. Продолжаем. А тебе нормально в Томске летом в таком прикиде? Достаточно тепло, то есть хорошо, что не идет снег в июне, как бы. Я считаю, бывает что... такое? Бывало, да. В Томске в июне бывает снег? Бывает. Ну вот в мае, прям стабильно, в начале мая есть несколько дней, когда выпадает снег. Офигеть. И во всех томских инстаграмах, во всех фоточках люди такие, ну почему опять? Что это за место? Как ты увидел это? Ты вообще, ты местный, да? Я Вот местный, самое да, начало, я прожил там первые 20 лет жизни, здесь буквально метрах 300-500 неподалеку улицы Макрушина. Я часто ходил мимо этой башни, кстати. Я был уверен, что башня чья-то. Но Так. она выглядела, она и сейчас как бы не супер выглядит, уже нужно заниматься текущим ремонтом. Но То тогда есть она ремонтом выглядела от еще ремонта хуже. уже. Да. Ну, потому что время идет. И я когда ходил мимо, я, честно говоря, представить не мог, что башня почему-то может быть никому не нужна. А она оказалась никому не нужна. В 2012 году мне мой коллега скинул ссылку на сайт мэрии, специальный раздел, где мэрия сдает в аренду недвижимое имущество. Я посмотрел на это здание, оно было в ужасном состоянии. Я тогда, к счастью, ничего не смыслил в строительстве и ремонте и подумал, что можно же здесь жить, наверное, потратить пару лет работы. Многие думают об этом, да, что сейчас там обои поклею и будет круто. Да. Было это 11 лет назад. Я обратился в департамент муниципального имущества. И на самом деле, то есть меня знакомые все пугали, что там тебя взятками замучают, там еще что-нибудь такое. Вообще есть такие опасения, да, часто. Нифига. То есть я записался на прием к замначальника этого департамента муниципального имущества. Так. Он меня выслушал, и как бы единственная озабоченность была у него, и потом у департамента культуры,
что я тут чего-нибудь эдакого не устрою. Там, Кальянную. подпольное казино, там бордель, вот эта вот вся тема. Я как-то сумел убедить, что да, я сумасшедший, но не настолько. Да. И, собственно, процесс весь запустился. И вот в самом конце 2012 года, то есть я всем этим занялся весной 2012 года, к концу 2012 года организовали аукцион. Так. Я на нем победил, сделав ставку вот в 1,5 миллиона рублей. 1 января 2013 года, очень удобно для меня отсчет, Да. я первый раз приехал к этой башне в качестве хозяина. Ага. Думал, сейчас зайду, начну Ключами? ремонт делать. Какие ключи, я тебя умоляю. Сейчас, держи. О, другое дело. Продолжаем. Оказалось, что дверь завалена Да. снегом, я раскопал дверь, и в первый день я вот просто зашел внутрь Мгм. и как бы подумал, электричества нет, ничего нет, поехал, купил генератор, там подключил к нему лампочку. И Да. вот это был первый день работы на башне. Главный момент, что кто угодно теоретически может купить что-то подобное в стране. Да. А таких объектов много. Мы сейчас на поезде ехали от Новосиба, там штук 5, наверное, видели по дороге. Совершенно верно. А если зайти на сайт РЖД, там, во-первых, будет куча таких башен, во-вторых, Куча в принципе, башен. да, Так. да, Ага. в принципе, если как бы вы видите какой-то объект, который не используется, если вы найдете его собственника, скорее всего, вы сможете сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Другой вопрос, Круто. потянете ли вы стоимость этого предложения? Ну и там есть нюансы вроде обслуживания, вроде памятник архитектуры, Памятник вроде культуры, да, памятник совершенно культуры. верно. Я вместе с покупкой башни приобрел обязательства по сохранению Вот. облика этого памятника, да. Не приезжают с проверками вот всякие граждане вот такие? Эти ребята ловят закладочников, здесь очень хлебное место. Давайте внутрь пойдем. Пошли. Это уже капает сильно. Ну, снаружи что-то кто-то рисует, я так понимаю, на ней, да? Ну да, я еще не занимался тем, чтобы снаружи ее привести в порядок, по большому счету, кроме деревянной верхней части. Итак, Саша, рассказывай. Мы на первом этаже. И на первом ли? Потому что я смотрю вот туда вот. Не-не, на первом, наверное. Тут все по-честному. Единственное, что пол пришлось поднимать. То есть, когда начали заниматься башней, когда я сюда вот зашел в первый год, здесь был провалившийся такой дощатый пол. Потом мы здесь это все разобрали, и позже здесь я поднял пол, залил стяжку, туда же теплый пол сделан. Все, что торчало на поверхности, все, что проходило по башне, в какой-то момент здесь срезали, сдали на металл. Даже сам бак, который занимал... Бака не было? Бака не было уже, когда я пришел, да. Понятно. На самом деле, как бы, спасибо чувакам за это, потому что иначе... бы- Серьезно? Ну, А почему? блин, представь себе, что вот у тебя как бы есть деревянное здание, Да. но основной объем внутри занимает огромная стальная бадья. Ну, может, это какая-нибудь Ну, шумоизоляция, гид, там, теплый... Нет, не сработало? бы? Практически ничего с этим нельзя сделать. У меня есть пример, я когда-то занимался, переводил прям субтитры для британской программы Grand Designs. Там рассказывалось про парочку, которая в Лондоне выкупила старую башню викторианскую. Но там проблема в том, что чугунный бак стоял просто вот наверху, открытый. Да, как там, как в Америке вот эти водонапорные. Да. И ничего ты с ним не сделаешь, его никуда нельзя убрать, потому что тоже памятник. Они как бы заморочились, в итоге все это вычистили, прорезали окна, сделали там гостиную внутри бака. Ну это Прикольно. прям супер сложно. Это сложнее. Да. А у меня как бы здесь ничего не было, то есть Да. вот просто пустота. И подвал, и трубы оказались там под грунтом. Я А когда можем это... спуститься туда? Можем, если как бы ты не боишься руки немного испачкать, да, то нормально. вперед, конечно, Чтобы вы пошли. понимали, подвал. Мы думали, сейчас опустим туда голову, и там типа, ну там, 1-2 метра. Сколько-то? 5 метров там. После тебя. Ну пошли. А эту лестницу сам ты сделал? Да. А как ты будешь спускаться, чувак? Я больше за Кирилла переживаю. Я тоже переживаю за Кирилла. Кирилл, как дела? Будь осторожен, пожалуйста. Тебе подержать камеру? Нет. Короче, с этим подвалом очень много историй. Это офигенный подвал. это офигенный Только подвал, ради да. подвала уже То стоило есть купить эту башню. вот это все, это бутовый камень, бутовая кладка, это фундамент башни, как его Да. вот выкладывали в конце 19 века. Единственное, что здесь новое, Класс. это вот этот пол, я Да. вот буквально в этом году его заменил. Ага. Потому что пол был глиняный такой, с каменюками. И так как меня все время затапливало то там водой отопления, то водой водоснабжения, Да. то, простите, канализацией, и сейчас даже тут какой-то запах, я думаю, ты чувствуешь. Не, нормально. Нормально, но это вот, потому что мы еще туда не заглядывали, да. смысле? Там я продолжаю бороться с водоканалом Стой, местным. Погоди, давай пролезем туда. Но это лучше с улицы, здесь будет очень неудобно. Ну хотя можно, если вы на корточках. Так классно, посмотри. Осторожно, береги голову. Я вижу. Блин, так там же еще целое помещение. Да, конечно. Если туда Кирилл полезет, я и про него тоже расскажу. Ты полезешь туда? Ну, а куда деваться? Ребят, хочу сказать, что вы очень смелые. Обычно, когда ко мне кто-нибудь приходит в гости или на экскурсию, сюда никто не решается лезть. Это самое интересное. Подожди, так
А что это вообще такое за отдельное помещение? Короче, этого ничего не было. Вот этого не было? Да, вот это канализационная труба. Но я ее уже заменил на пластиковую. Здесь была советская чугуняка. Она проходит выше, чем проходит старинная водопроводная труба. И вот здесь... Пахнет хорошо. Да, это водопровод. Сколько ей лет? 128. С точки зрения водоканала этой трубы не существует. Но она есть. Она есть, А и почему детская они- спортивная школа пользуется этой трубой. Ну и как бы мне тоже, простите, нужна канализация. Вот это вот все, это то, что я выкопал. И там дальше есть еще один колодец. И вот в этом колодце, если как следует прокопать стенку, там будет городская канализационная труба. Моя задача в конечном итоге, да, вот это все раскопать, Копай еще. дорыться до этой канализационной трубы, привести сюда инженера водоканала и сказать ему: вот же она! Да. Что значит не существует? То есть нюансов может быть при покупке вот такого объекта недвижимости много. Более Чем он чем. старее, Да. тем больше приколов вот таких вот может Безусловно. Ну, я сюда планирую перенести. У меня сейчас на втором этаже стоят и очень сильно шумят фермы. Я сдаю в аренду. быть. И это тоже интересно. Я тоже про это тоже расскажу. интересно. Они мне дают до 7 киловатт тепла, но Ого. как бы мне не очень нравится, что он так сильно шумит. В конечном итоге, когда я здесь все загерметизирую, перестанет капать во время дождя с потолка, здесь будет все облагорожено, я эти фермы вынесу сюда. Здесь они своим шумом никому не помешают, Кстати, да, здесь кроме прохладно. канализации. Здесь Да. прохладно, да. Ой, вот этого быть не должно. Это мы Давай. свернули трубу, да? Что там? Да, у меня тут авария небольшая. Ситуация? Нормально. Вот если вы покупаете башню, не бойтесь заморать руки. И не только руки. Да. Вот это, собственно, это и есть чугуняка, по которой подавали воду с реки. Теоретически, если вот прям копать в ту сторону, Так. ну, может, поскромнее, чем я тут копал, то в конечном итоге ты выйдешь где-то на набережной Томи. Блин, это же клево. Да, к Давай старости я копать. хочу прокопать, проложить рельсы и на вагонетке кататься на реку. Круто. Да. Аттракцион можно сделать? Кирилл. Первый Удачи, полезет. Кирилл. Клево. Вообще. Ну что у тебя сейчас происходит? Это просто такое предбанничек, хозяйственное помещение. Это прихожая, то есть моя изначальная цель была жить в башне. Жить здесь как бы надо, ну, на верхних этажах. Мы с тобой сейчас находимся на первом этаже, и как Так. бы можно понять, что здесь ремонт будет делаться в последнюю очередь. Кафеху какую-нибудь можешь сделать? Тут же раньше была... Была чебуречная, Чебуречная, да. ИЧП «Голубой огонек» это называлось. Окно вот на этом месте, здесь была такая фигурная решетка, через которую выдавали чебуреки. Первое цветное фото башни, которое вот кто-то нашел в архивах и мне скинули, это очень мило. То есть стоит башня абсолютно узнаваемая. Здесь на месте этой хозяйственной пристройки площадка заасфальтированная, зонтики стоят, люди сидят и кушают Классная мороженое. фотка, я видел, да. Так, по закону ты тут можешь жить, ночевать, Кто мне спать? запретит? Ну, какая-нибудь ДПС приедет, скажет, что вы тут живете? Нет, нет. Ну, это моя собственность, что хочу, то и делаю. Ну, типа, как если у тебя есть гараж, Да, ты там можешь переночевать. Да. И никто тебе ничего не скажет. совершенно верно. Ну, логично, да. Да. Итак, поднимаемся выше? Пошли. Давай. Лестница новая. Лестницу делал я, ну, металлические пластины я заказывал на С первого производстве. раза, да, я смотрю. Ну да, тут были варианты. Я сначала хотел делать вообще чистую консоль, то есть каждая ступенька отдельно висит из стены. Но Это оказалось, сложно. что рычажное усилие такое, что нужно вдалбливаться в стену хотя бы сантиметров на 40. Так. И все равно как бы никакой гарантии нет. А сколько толщина стены? Метр. Мы находимся с тобой внутри огромной подставки, на которой стоял бак массой несколько сотен тонн. То есть вот эта вся конструкция, она супер устойчива, она Клево. супер прочная. 8 стен, 3 проема, и при этом нигде нету трещин. Фундамент изумительный. Это второй этаж, я новый. сдаю его в аренду. И этого не было. Ничего не было. Здесь, когда я убрал весь мусор, все провалившиеся доски старые, башня была просто пустой трубой. То есть вот там, где мы стояли на полу, Прям от и до? от и до, да, все пустота. И только вот эта вот лесенка старая по стене висела. Объем работы тут провел. Ну и вот в первый год буквально здесь ставились вот эти балки, заливался бетон. И примерно вот в тот момент все заглохло, я разорился. Ты кто по образованию? Я по образованию экономист. Кстати, передаю большой привет чуваку из Питера, который делает электромобиль. Антон и Пиксель, да. Да, я по образованию экономист, но как бы если меня спросят, чем я по жизни занимаюсь, я, наверное, скорее отвечу, что я радиоведущий. Я 10 лет работал на местном радио, и до сих пор в интернете раз в неделю делаю музыкальную программу. А сейчас где ты работаешь вот прям каждый день? Я работаю у своего приятеля, директором небольшой IT-компании, Так. но в основном в теплое время года я занимаюсь строительством. Ага. Мы строим частные дома. Так, здесь у нас майнинг.
Здесь у нас сотовая связь, вот этот шкаф, это сотовая связь. В смысле? В смысле? Чья? Ну, двух известных российских сотовых компаний. Реально? Ты еще как бы им сдаешь в аренду? Да. На стенах башни зашиты так называемые панельные антенны, их не видно снаружи. Вот и башня является как бы узлом сотовой связи. Тебе сейчас все бабушки передают привет по поводу излучений, вот это вот всего. Да, я сплю прямо за антенной, причем у меня вот кровать находится за антенной. Теоретически у меня там, может, уже какие-нибудь сверхспособности должны просыпаться. Нет, люди реально переживают, что у них там рядом стоят на участках башни вот эти. Я приглашал сюда специалиста, причем независимого, не этих ребят, которые ставили это оборудование. Он измерил, сказал, что абсолютно безопасно. Там буквально чуть-чуть превышен природный фон по уровню электромагнитного излучения. Хороший сигнал у тебя здесь, да? Идеальный вообще. Неожиданно. Да. А это я сдаю тоже в аренду знакомому. Он майнит биткоины, да, а я получаю 7 киловатт тепла. Зимой очень помогает. А это что такое? Это вентиляция активная. Вот эти две трубы, они проходят через 3 этажа. Зимой это замкнутый контур. Он по 3 этажам разгоняет вот это тепло 7 киловатт. А летом это разомкнутый контур, то есть берется уличный воздух, забрасывается сюда, и горячий воздух с другой стороны башни выбрасывается на улицу, чтобы сильно не перегревать. Еще один этаж. А сколько вообще теоретически можно сделать этажей? Мы разбили на 6 этажей, но видишь, как бы это очень высокие потолки получаются. Высокие. Теоретически можно было сделать 7 этажей, например. Здесь у нас еще небольшая выставка на самом деле есть. То есть вот это доска старая. с крыши. Крыша текла и доску съела. То есть, вот видишь, она внизу как бы нормальная, прямоугольная, Да. а здесь вот ее просто сожрало время. Вот так это выглядит на конце, видишь, она почти исчезает. Ну, Сколько ей лет? Тоже ну, вот 100. 128. Насколько все это надежно? Тебе как-то люди какие-то приходили, проверяли? Ну, Да и во-первых, особенно вот эти балки, все конструкции. Конкретно про балки ты меня прям вообще не обижай, потому что меня на начальном этапе спросили, какую вы хотите несущую способность перекрытий. Я говорю, я не знаю, как в многоквартирных домах делают. Он говорит, так, хорошо, 500 килограмм на квадратный метр. То есть ты теоретически каждый квадратный метр пола кило. можешь нагрузить на полтонны, да. Окна еще мы ни одного не видели до сих пор. Пока нет. Ну, на первом этаже будет окно когда-нибудь. Но сейчас мы с тобой поднимемся, собственно, на 4-й этаж. А здесь ты не думал сделать? Ну, Вообще окно сложно сделать вот здесь вот? технически это не очень сложно, но Да. это запрещено. Это будет искажение внешнего облика памятника культуры. Тут уже красиво начинается. Собственно, да, мы заходим в основную жилую часть башни. О, Это 4-й этаж. Основные работы сейчас ведутся здесь. Здесь будет ванная комната. Сюда поставлю стиральную машинку в будущем. Чего? Да. Да. Сейчас здесь ведутся работы. В будущем здесь будет стоять вот по центру ванна перед этим окном. Ну, как бы не знаю еще точно, Кайф. когда это будет. Ну вот подожди, я тебе вопрос такой задам, тоже без обид, что называется. Да, конечно. Пожалуйста. 11 лет. Да. Ты тут уже возишься и... Нифига себе, тут у тебя домашние животные. Ну, тут, да, залетают осы, они мне пытаются выжить, чтобы осиное гнездо сделать. И многие скажут, блин, за 11 лет чувак даже вот ванну не доделал. Так в комментах и напишут. Да. Что у тебя есть сказать, вот, ответить на это? Я скажу, что вы совершенно правы. Так. То есть где-то году на 3-м, особенно соседи начали, да ты за эти деньги, ты мог бы особняк отгрохать, огромный, даже не обязательно в Томске. Да. Но я тут занимаю такую позицию, что если надо объяснять, то не надо объяснять. У тебя будут кончаться деньги, ты там будешь получать травмы. Я вот в свое время чуть не отпилил себе 3 пальца электропилой. Ты будешь искать какие-то материалы, объявлять краудфандинг. Тебя будут называть жуликом в интернете какая-то часть. Называли? Называли, это прям вообще милое дело. Здесь важный стоит момент сказать, что многое из этого сделано за счет донатов. Да. Окна в башне, часть перекрытий, там даже вот на балке внизу вырезано имя того прекрасного сайта, с которого началась вся эта публичная история. Это существенная сумма, но все-таки основной объем денег, времени, всего был потрачен мною. Вот, ради самой этой не совсем здоровой идеи жить в башне. Так. Теоретически, сейчас там, зная кое-что про стройку, я могу сказать, что построить из современных материалов здание такой высоты было бы дешевле, было бы проще. Прям с нуля построить, сделать. Да, здесь чердак был утеплен 10 сантиметрами грунта, там проросло дерево в конечном итоге, да. Сейчас как бы есть современные материалы, технологии, подъемные краны. Сейчас все бы это было проще гораздо. Вот если бы просто у тебя был, извини, что перебью, участок голый, ты бы мог точно такой же построить, такой же высоты. Ты бы не увидел метровой толщины стен, конечно. И подвала бы там не было. Стальная несущая конструкция какая-то, наверху какое-то хорошо теплоизолированное помещение, какие-то современные коммуникации. Оно бы не выглядело, как бы прям так же. Да. Но можно было бы сказать, я живу в башне, у тебя памятник, ты живешь в памятнике, да. И в конечном итоге кто-то, я не знаю, кто это сделал, там несколько лет назад на картах кто-то написал «Башня Лунева».
И это мы расползлось, да, как бы. И сейчас вот ты даже в Яндексе забиваешь башню, вот такой, Достопримечательно. обалдеть, да. Приятно. Вот тут классно. То есть это высота какая примерно? Ну, это где-то 12 метров от земли. А у тебя штор нет, кстати? Большой плюс, что рядом нет сопоставимых по высоте зданий. Вот, можно ходить. Да, Даже в Питере, прям вот, да, да. можно прям как угодно. Там река, ну сейчас как бы из-за деревьев ее не видно. С той стороны один из крупнейших, да, наверное, самый крупнейший в Томске стадион спортивный, там лесопарк, зона, все. Блин, тут можно такие вечеринки закатывать. Ну вот я немножечко социофоб, да, меня многие Серьезно? в этом обвиняют. Я не часто вожу сюда гостей. Понятно, что приходят люди, и очень часто, которые говорят, ой, проведите нам экскурсию. Вот Да. неделю назад здесь была детская цифровая школа, здесь неподалеку они расположены. Интересно. Они Да. второе лето вот просто всей ватагой ко мне приходят, дети ходят, как бы восхищаются, спрашивают, за сколько я продам башню. Кстати, вот, забегая сильно вперед, тебе задавали такие вопросы? На самом раннем этапе сюда приезжали двое серьезных азербайджанских мужчин, которые видели меня по телевизору. Вот, они спросили, как бы, не думал ли я здесь сделать ресторан наверху. Я говорю, ну, понимаете, здесь ремонты еще на очень-очень долго, на очень много денег. Они говорят, да, слушай, зачем? Давай Зашили по-быстрому все сделаем, профлистом, гипсокартон, Да. все нормально. Я говорю, воу, нет. Вот эти деревянные стены, они подлинные, они вот какие они были в конце 19 века. Мы Кайф. только восстановили Да. утепление, переконопатили, ну и потом чуть не сожгли это все во время пожара. Ага. Но в итоге вот все, что новое здесь делалось, вся сталь, все инженерные коммуникации, мы вот зашиваем их в такую фанеру Очень красиво, шлифованную. Я в 2013 году я ничего не понимал о стройке. Ну, Я тут да. ворвался, значит, с какой-то энергией, набрал банковских кредитов, сейчас я Прям тут кредиты быстренько. брал? Ну, конечно, собственно, я разорился в 2015 году, наступил момент, когда у меня исчезла, кончилась возможность платить по кредитам. И как все это было? То есть Это было тяжело, что это были происходило? звонки коллекторов. Серьезно? Конечно. Прям приезжали? Да, Звонили? это были суды, это была очень тяжелая для меня история морально. Ты садишься и говоришь себе, я нифига не молодец, я страшно ошибся, как бы вложив заемные деньги вот в это здание Ага. и, по сути, не успев ничего сделать. То есть здесь были сделаны вот каркасы этажей только-только, и больше, по сути, еще на тот момент ничего. И я где-то полгода просто сидел в депрессии, как бы тебе постоянно звонят коллекторы, тебя таскают по судам, потом ты знакомишься со своим приставом, пристав начинает там интересоваться твоим имуществом, твоим статусом, где Да. ты работаешь, разговаривать с твоей бухгалтерией. Это все очень-очень неприятно. Как ты все это решил? Ну, начал строить. Меня там знакомые меня просят, слушай, ну а построй мне дом, я вот хочу дом. Потом там приходит другой человек, говорит, слушай, а у меня вот тут есть свободные деньги, Да. я слышал, ты занимаешься стройкой, давай построим дом там на продажу. Начал работать, грубо говоря. Да, я начал И работать, зарабатывать. именно заниматься строительством. Постепенно, долги у меня по-прежнему есть, и Много? они огромные. Если не секрет. Если не Так секрет. очень грубо, это еще где-то 6 миллионов, вот, с которыми Прилично. мне надо рассчитываться. Но это все Да. уже именно частные долги. Один из этих долгов, он закончился на том, что мой вот этот приятель, которому я построил дом, он просто выкупил этот долг, и я закрыл ему эти 200 тысяч, работая на его доме. Не было ли у тебя мысли продать все это, бросить, оставить на полпути? 11 лет жизни, там, порядка 11 миллионов рублей. Согласен. Если ко мне кто-то придет и скажет, готов купить, Да. и назовет, я не знаю, какую-нибудь сумасшедшую сумму, 30 миллионов, скажем, он вдруг скажет. Вдруг. Я тогда задумаюсь, да. Да. Но теперь представь себе, что это должен быть за сумасшедший человек с огромными деньгами, который за 30 миллионов купит, по сути, 75 Томске, квадратов жилого помещения, очень неудобной планировки с подвалом, в который регулярно протекает канализация. Это должен быть какой-то очень специфический человек. Очень специфически, есть о чем подумать. Да. Так, что еще здесь интересного? И еще есть этаж. Да, есть этаж, есть лестница, вот это вот из досок, которым 128 лет. Мы с тобой сейчас виртуально находимся в огромном чугунном баке. То есть вот этого ничего не было, никакого 6-го этажа, лестницы. Это все вода здесь. Вот была. это весь объем, да, его занимал бак. Здесь была вода. Хорошо, что унесли и распилили, да? Да, я признателен этим людям. Здесь я попрошу разуться, Окей. уважаемых гостей, да. Так. Это 6-й этаж, и по сути вот с 2020 года я здесь живу. Даже спортом можно заниматься. Да, турник здесь повесить было некуда, я повесил кольца. Здесь сделана теплоизоляция, то есть помещение, разумеется, в конце 19 века не планировалось как жилое, Да. и вот эти деревянные стены, они тепла не особо держали. Внешние фасады, здесь была снята старая обшивочная доска снаружи,
Там было сделано утепление, контробрешетка, декоративные вот эти вот досточки фасада, но внутри все вот это дерево осталось естественным, как было. И здесь сделано было воздушное отопление, в ванной теплый пол. Здесь зимой тепло, летом вот включаешь кондиционер, здесь свежо. Единственная проблема, что внешний блок кондиционера, опять же, пришлось бы очень сложно согласовывать с департаментом культуры. Так. Да, поэтому он стоит на чердаке. И на чердаке, да. А где чердак? Ну, сейчас мы до этого дойдем. Ну, в принципе, если хочешь, я могу... есть этаж. Да, да. Всегда. Но это уже требует прям такой особой подготовки. То есть, смотри, заходим ко мне в туалет, простите. И вот постепенно там открывается люк. Да, это оригинальный тоже люк на чердак. То есть изначально, когда здесь стоял бак, вот в этом месте стояла такая высоченная, ну, метров, наверное, 6 в высоту, деревянная лестница, которая вела на чердак. Ну и как бы вот все это пространство здесь, пространство на чердаке, оно все было обжито голубями. Я вынес отсюда на первом этапе огромное количество глубинного помета, каких-то скелетов глубинных. Начинаешь со всем этим работать и не знаешь ничего о стройке. Ты там освоил сварку и сварил, допустим, вот входную дверь, через которую мы зашли, ты говоришь: да я молодец, да я теперь строитель просто вообще красавчик. Потом тебе выясняется, что нужно учиться работать с бетоном, учиться работать с деревом, учиться работать вообще со всем абсолютно. И это не кончится никогда, пока ты работаешь вот с этим зданием. Позволь, я принесу лестницу. Так, давай. Ого! Блин! Тут надо какую-то более постоянную лестницу, мне кажется, сделать. Ну, а если лестница сейчас свалится, какие наши действия? Прыгать, да. Ну, вот это чердак, здесь как бы вот оборудование сотовой связи. Слушай, можно не скромный вопрос? Да. Они платят за аренду? Да, конечно. А есть какие-то суммы? Я не могу сказать. В договоре прямо отдельно прописано, да, что я верю, не могу там, разглашать. Это не секрет всегда такой. Изначальный платеж вот за установку, он мне сильно помог. Здесь было пущено, вот в том числе в отделку, в ремонт крыши, деньги пошли, которые были. Ежемесячный платеж тоже очень хорошо помогает. Часть коммуналки покрывает здесь, которая есть в башне. Дождь сильный пошел. Пошел сильный Нигде дождь. Ничего не капает. Здесь металлический. На самом деле чуть-чуть капает. Там вот по карнизу, да, и видно, вон лужа стоит на карнизе. Ну, там на конце немного минимум. прохудилось. То есть здесь все сделано полностью? Конечно, конечно. Было плохо совсем? Было ужасно. То есть я когда первый раз сюда залез, я в дыру, в одну из дыр на крыше, я просто вылез, как бы осмотрелся вокруг, вот весь, сколько меня есть. Первую зиму я просто обдирал здесь вот эту вот обрешетку старую. Железо было просто гнилое. Ну вот ни разу за 120 на тот момент лет никто не занимался ремонтом именно несущих конструкций. И можно подняться еще выше? Можно подняться еще выше, да, точно только можно? Быть очень осторожным. Но вот туда, наверное, уже 2 человека. И смотри, я тебе сейчас скажу важную вещь. Там нужно беречь голову, потому что, во-первых, ты можешь удариться головой об кронштейн антенны, будет больно. И антенну беречь надо. Ну, антенна фиг с ней, приедут, перенастроят. И вот там ручка открытия. Без связи остался. Ручка открытия верхнего люка, в нее тоже можно врезаться головой и будет больно. Давай, вперед. Ну, тут что-то совсем узко. Да. Ну, ты думал, купил башню, надо вертеться. Да, во всех смыслах. О, порядок. Ох, красота! Вот полезешь. только ради этого стоило приехать в Томск. Вот если ты раскрутишь Офигенно. гайку там сбоку, наверху, повернись назад, видишь гайку? Если ты ее раскрутишь, то ты сможешь повернуть верхний люк и вылезти в самую верхушку башни. Ого. Это поворотный шарнир, да, теперь тебе нужно люк в сторону сдвинуть. Так. Оу, е! Кайф! Вот ради таких вещей люди покупают башни и всякие другие странные покупки делают. Класс! Камеру бы не уронить только. Смотрите. Погодка, конечно, так себе, но очень круто. Вид, что надо. Кайф. Так. Гайку обратно закрути, а то ветром Конечно. люк сдвинет. Да, вот, знаешь, один раз поднявшись вот так вот, понимаешь вообще, что... Вот ты был под землей, Не продам. под землей на глубине, да. получается, 5 метров. И получается, ты был где-то 24-25 метров над землей. Но когда ты выложишь это в интернет, в комментах обязательно напишешь, что сделано все не так, Все не, я что лучше донаты сделаю. проворованы, Да, да, да. и еще что-нибудь обязательно припомнят. Какие у тебя планы? Что будешь делать дальше? Продолжать? Надо доводить до То, ума, что ты здесь задумал. снизу много работы, кирпичную часть нужно делать. Когда-то я всерьез намеревался вот прям всю улицу вокруг башни приводить в порядок, но Это как бы реально?
Ну, то есть это по закону. Это можно? уже нужно входить в очень тесный контакт с районной администрацией, городской администрацией. У меня идиосинкразия на все эти вещи. Я просто прихожу на какую-нибудь такую встречу и начинают обсуждать там подписи, согласования, еще что-нибудь. Через 20 минут я засыпаю. Мне проще копать. Вот. Проще и самому Я сделать, прихожу, да, и копаю. Будем надеяться, что все это дело будет продолжаться. Ребятки, все Будем контакты надеяться. внизу. Если вдруг захотите помочь такому непростому, но интересному делу, вот можно это сделать однозначно. И мы почти уверены, нет, мы уверены, что деньги пойдут туда, куда нужно. Я готов буду отчитаться точно так же. Приезжай еще. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Счастливо. Ждем комментарии, но будьте вежливы в комментариях. Саша по возможности ответит на все вопросы, но на вежливые комментарии. Правильно? Только на самый, да. Спасибо. Ждем ваши комментарии. Привет из Томска. Увидимся. Пока.